Белорусские силовики в очередной раз отличились, найдя способ, как можно нарушать права человека с помощью закона. Для этого им понадобилось изменить закон об оперативно-розыскной деятельности. Теперь милиция имеет право беспрепятственно получать удаленный доступ к информации, которая хранится на компьютерах белорусов. У органов МВД имеются для этого все технические возможности. Кроме того, был упрощенный контроль за переговорами по телефонной связи. Теперь, если человек начинает пользоваться новым номером, зарегистрированным не на свое имя, милиции не надо получать разрешение на прослушку. Соответственно, изменился и порядок подачи материалов следствия в суд. Если раньше судебные инстанции не принимали документы, в которых не содержатся сведений о фигурантах дела, то теперь это ограничение полностью снято. Аналогично и с обысками. Внеся изменения в закон, силовики позволили себе проникать в жилище кого угодно и изымать технику, а в качестве причины таких мер они будут указывать проверки в отношении других лиц. Стоит отметить, что в нашей стране все еще действует Конституция, гарантирующая гражданам право на невмешательство в их частную жизнь. Впрочем, какие законы вы живете в Беларуси? Более 60 IT-компаний ведут переговоры о переезде в Литву. Причиной такого решения стала политика Лукашенко, который создает неблагоприятные условия для работы предприятий и их сотрудников. По словам министра экономики и инноваций Литвы Аушрины Армонайте, страна-соседка готова провести большую работу, чтобы упростить белорусским компаниям процедуру регистрации и получения льгот при ведении бизнеса в сфере высоких технологий. Стоит отметить, что IT-индустрия в нашей стране вносит существенный вклад в экспорт и ВВП, позволяя за короткий срок создать инвестиционный климат, обеспечивающий приток частных фирм и капиталовложений. Но у нелегитимного имеется своя стратегия развития экономики государства. На передовой сельского хозяйства он готов доказать миру, что и айтишникам найдется замена. А помогут ему в этом его верные приспешники. Основу этого протеста составляют эти айтишники, зажравшиеся, простите меня, которым чуть ли не в жопу дули. Режим намерен скрывать свои преступления с помощью врачей. Об этом стало известно из документа, который оказался в распоряжении одного из телеграм-каналов. Он содержит напоминание об устном требовании Министерства здравоохранения с 12 января приостановить сбор и передачу информации о пострадавших в ходе массовых мероприятий в Центр экстренной медицинской помощи. Документ подписан зампредседателя Минздрава и адресован главврачам больницы и поликлиник. Стоит отметить, что благодаря базе Центра в августе прошлого года стало известно о десятках пострадавших от рук силовиков. Вероятно, сейчас нелегитимная власть готовится к очередной волне противостояния и на этот раз хочет блеснуть своим коронным номером о том, что у нас никого не бьют и никого не калечат. Однако маловероятно, что настоящие неминистерские врачи согласятся рисовать красивую статистику, которой диктатор сможет похвастаться перед Западом. К тому же устный приказ никакой юридической силы не имеет. За пощечину врачу брестский сторонник Лукашенко отделался увольнением. Напомним, что резонансная история произошла на прошлой неделе. В сети появилось видео с пьяным мужчиной в стенах больницы, который агрессивно доказывал медикам, кто их настоящий президент. А чтобы закрепить эффект от своих слов, применил рукоприкладство. Стоявшие рядом сотрудники милиции не помешали дебоширу ударить медика и после случившегося спокойно вывели его из помещения. Сегодня стало известно о том, что нападавший является бывшим военным и до инцидента работал водителем школьного автобуса. После случившегося его уволили и на этом дело замяли. Данная ситуация в очередной раз доказала, что лояльность к нелегитимной власти – это лучший способ уйти от ответственности. При этом всего лишь за посты в интернете с критикой силовиков белорусы массово становятся фигурантами уголовных дел о насилии, по которым их лишают свободы сроком до 6 лет. Вслед за хороводами и чаепитиями список запрещенных нелегитимным режимом активностей пополнили спортивные мероприятия. Сегодня в Витебске милиция задержала 6 пенсионерок, которые гуляли в лесу с палками для скандинавской ходьбы. Одна из них успела передать мужу, что ее с подругами окружили люди в черном, а затем доставили в Первомайский РУВД. Стоит отметить, что задержанные женщины тренируются каждое утро и чем привлекли внимание силовиков в этот раз, сами не знают. О причинах задержания им не сообщили. На этом у меня все. Спасибо, что остаетесь с нами. Не забывайте ставить лайки и писать комментарии для продвижения этого видео. До встречи завтра и живе Беларусь!